вами доктор Костик. Спасибо всем, кто смотрит наш медицинский канал, комментирует видео, ставит лайки. Это лучшая награда за наш труд. Работаем для вас. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Тема сегодняшней нашей встречи – диета при сахарном диабете. Что есть? По данным ВОЗ, диабет – первая неинфекционная эпидемия 21 века. Во всем мире им страдают почти 3 миллиона человек, и число диагностированных продолжает расти. Помните, что правильное питание крайне важно для контроля диабета. Сегодня мы поговорим о том, что следует есть, а чего следует избегать при сахарном диабете. Хочу напомнить, что сахарный диабет – это хроническое заболевание и одно из самых распространенных нарушений обмена веществ в мире. Он подразделяется на два основных типа – тип 1 и тип 2, которые имеют разные причины. Хотя оба типа связаны с колебаниями уровня сахара в крови, тип 1 возникает, когда поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. Это называется абсолютная недостаточность инсулина в организме. При сахарном диабете второго типа поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но его может быть недостаточно для удовлетворения потребностей организма. Это называется относительная недостаточность инсулина в организме человека. Или клетки организма становятся устойчивыми к его воздействию. Инсулинорезистентность. В результате глюкоза не может эффективно поступать из крови в клетки для использования в качестве энергии, и ее уровень в крови повышается. То есть, когда реакция организма на этот гормон становится неадекватной. Это означает, что клетки организма не реагируют на этот гормон должным образом. Это состояние, называемое инсулинорезистентностью, как я уже говорила, и приводит к тому, что клетки не могут эффективно усваивать глюкозу из крови, что повышает уровень сахара в крови. В свою очередь, поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина, чтобы компенсировать это, но в конечном итоге это может привести к развитию сахарного диабета второго типа. Развивающийся сахарный диабет первого типа чаще всего проявляется потребностью в частом мочеиспускании, повышенной жаждой и повышенным аппетитом, но при этом потерей веса. Однако при диабете второго типа характерные симптомы изначально не проявляются, поэтому для ранней диагностики заболевания крайне важно периодически измерять уровень глюкозы в крови. Нелеченный или хронически неадекватно контролируемый диабет может привести к осложнениям и даже смерти. Он представляет риск поражения многих органов и тканей, включая глаза, нервную систему и почки. Он также повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и синдрома диабетической стопы, а также инсульта и заболеваний периферических сосудов. К счастью, оба типа диабета поддаются эффективному лечению. Пациентам с диабетом первого типа назначают инсулинотерапию в сочетании с диетой, подобранной с учетом индивидуальных потребностей. Диабет второго типа, напротив, чаще лечат пероральными препаратами и лишь затем инсулином. При лечении диабета обязательным условием правильного лечения является регулярный контроль уровня сахара в крови. Ежедневный контроль лучше всего проводить с помощью глюкометра, который измеряет уровень глюкозы в крови из пальца. Согласно рекомендациям Мировой диабетической ассоциации, стандартом лечения диабета является низкоуглеводная диета. Стол номер 9. Диета при сахарном диабете направлена на контроль уровня сахара в крови, поддержание здорового веса и общее улучшение состояния здоровья. Она включает в себя ограничение потребления простых углеводов, таких как сахар и продукты из белой муки, и предпочтение сложных углеводов, богатых клетчаткой. Также важно контролировать порции, употреблять больше овощей и фруктов с низким гликемическим индексом, а также
белок и полезные жиры. Предполагается, что суточная норма потребления углеводов должна покрывать 45% энергетических потребностей или 60% в случае интенсивной физической активности или употребления продуктов с низким гликемическим индексом, богатых клетчаткой. Цельнозерновые продукты, например, овсянка, цельнозерновые крупы, макаронные изделия из цельной пшеницы считаются основным источником этого питательного вещества в диете больных диабетом. Еще раз. Для диабетиков цельнозерновых продуктов особенно важны клетчатка и сложные углеводы. Клетчатка замедляет всасывание глюкозы, предотвращая резкие скачки уровня сахара в крови, а сложные углеводы обеспечивают длительное высвобождение энергии. Цельнозерновые продукты, такие как бурый рис, овсянка, киноа, гречка, содержат много клетчатки. Клетчатка не переваривается в кишечнике и не повышает уровень сахара в крови. Она способствует нормализации работы пищеварительной системы, а также помогает контролировать вес, что важно для диабетиков. В отличие от простых сахаров, сложные углеводы, содержащиеся в цельнозерновых продуктах, расщепляются медленнее, обеспечивая более стабильный уровень глюкозы в крови. Это помогает избежать резких скачков сахара, которые могут быть опасны для людей с диабетом. Регулярное употребление цельнозерновых продуктов может снизить риск развития диабета второго типа. Цельнозерновые продукты помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, что способствует и даже, так сказать, особенно важно для людей с диабетом. Употребление цельнозерновых продуктов может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые часто встречаются у людей с диабетом. Клетчатка, которая содержится в цельнозерновых продуктах, способствует насыщению и может помочь в контроле веса, что также важно для больных сахарным диабетом. Правильное питание при диабете второго типа особенно важно для достижения и поддержания нормального уровня глюкозы в крови. Это помогает предотвратить потенциальные осложнения заболевания, включая синдром диабетической стопы и ретинопатию. Кроме того, сбалансированное питание способствует оптимальному значению общего холестерина, липопротеидов высокой и липопротеидов низкой плотности и триглицеридов в крови, нормальному артериальному давлению, правильному весу тела. Основой рекомендуемой диеты для людей с диабетом является, как я уже говорила, низкий гликемический индекс. Этот параметр определяет скорость переваривания конкретного продукта и скорость всасывания углеводов в кровь, тем самым характеризуя его способность повышать уровень глюкозы после еды. Важно отметить, что продукты с высоким гликемическим индексом перевариваются быстрее. Это означает, что уровень сахара в крови сначала быстро повышается, а затем падает. К продуктам с низким гликемическим индексом, которые нужно употреблять при диабете, относятся, кроме продуктов, богатых клетчаткой, еще и продукты с необходимыми питательными веществами. Например, овощи, натуральные молочные продукты без добавления сахара, бобовые, рыба, яйца, птица, нежирная говядина. Что касается фруктов, диабет не исключает их употребление. Однако ешьте их реже, чем овощи, и убедитесь, что у них есть низкий гликемический индекс. Если вам поставили диагноз диабета, обратите внимание на то, что вам нельзя есть. Обязательно избегайте продуктов с высоким содержанием соли, насыщенных жиров и простых сахаров. К ним относятся сладкие газированные напитки, жирное мясо и жирные молочные продукты, сало, кокосовое масло, цукаты, сладости, фастфуды, соленые закуски и даже белый хлеб. При диабете не всегда просто решить, что есть, а что не нужно есть. Давайте рассмотрим некоторые распространенные опасения.
Мед и диабет, например, да? Гликемический индекс меда немножечко ниже, чем у сахара, однако его нельзя использовать в качестве заменителя из-за высокого содержания простых сахаров. То есть можно есть, но в небольших количествах. Алкоголь и диабет, пиво, вино, водка и другие алкогольные напитки способствуют колебаниям уровня сахара в крови и при регулярном употреблении могут увеличить риск осложнений. Кофе. Исследования показывают, что регулярное употребление кофе снижает риск развития диабета второго типа. Молоко. Из-за высокого содержания вредных жиров и углеводов диабетикам можно употреблять лишь небольшое количество обезжиренного или нежирного молока. Диабет и сладкое. Иногда вам хочется сладкого, не так ли? Диабет не заставляет вас полностью отказываться от него. Для людей с сахарным диабетом существуют различные заменители сахара, которые можно использовать в качестве альтернативы к обычному сахару. К ним относятся натуральные подсластители, такие как стевия, эритрит и фруктоза, а также искусственные сахарозаменители, такие как сукралоза и аспартам. Важно помнить, что даже натуральные заменители следует употреблять в умеренных количествах, а при выборе продуктов для диабетиков всегда следует отдавать предпочтение тем, которые имеют низкий гликемический индекс. Опять же таки, вы можете есть, например, темный шоколад, не менее 70%, но ешьте его изредка и очень маленькими порциями. Избегайте молочного шоколада и сладких батончиков, в том числе предназначенных для диабетиков. Они также содержат много жира и калорий. Орехи снижают уровень так называемого плохого холестерина и кровяное давление, поэтому смело добавляйте их в свой рацион, чтобы защитить сердце, которое подвержено осложнениям. Диета при диабете первого типа. Пациентам с диабетом первого типа индивидуальная диета помогает контролировать заболевание, которое в настоящее время не поддается полному излечению, к сожалению. Аутоиммунная реакция организма разрушает клетки, ответственные за выработку инсулина. Поэтому лечение заключается в регулярном введении инсулина в дозе, подобранной с учетом рациона питания, образа жизни и физической активности пациента. Людям с диабетом первого типа следует придерживаться общих принципов сбалансированного питания и избегать потребления легкоусвояемых углеводов. Гликемический индекс и гликемическая нагрузка помогают в выборе правильных ингредиентов. Кроме того, важно помнить о необходимости регулярного и медленного питания, а также употребления овощей и продуктов, которые содержат белок перед крахмалистой пищей особенно. Однако, поскольку организм каждого человека может реагировать на одну и ту же пищу по-разному, важно контролировать уровень глюкозы в крови до и после еды, чтобы адаптировать рацион к индивидуальным потребностям. Взаимосвязь между диабетом и питанием также играет важную роль при диабете второго типа, поскольку без правильного питания контролировать заболевание практически невозможно. Чаще всего в основе заболевания лежат факторы окружающей среды: неправильное питание, низкая физическая активность, стресс и ожирение. Это означает, что, устранив причины заболевания, можно эффективно остановить его дальнейшее прогрессирование. Для многих пациентов снижение веса или поддержание здорового веса является очень важным этапом лечения, поэтому диабетикам следует следить за количеством приемов пищи в день и их калорийностью. В остальном нет необходимости вводить какие-либо особые ограничения. Диета при диабете второго типа должна включать ограничение потребления насыщенных жиров и простых сахаров, а также все другие рекомендации по здоровому питанию. Не забывайте выпивать не менее 1,5 литра жидкости в день, желательно водички. Вы также можете добавить несладкие горячие напитки. Хлебная единица. Что это такое? Это условная единица, используемая для измерения количества углеводов в продуктах питания, особенно при сахарном диабете.
Одна хлебная единица эквивалентна 10-12 граммам чистых углеводов. Понимание и правильный расчет хлебных единиц важен для людей с диабетом, чтобы контролировать уровень глюкозы в крови. Производители продуктов часто указывают количество хлебных единиц на упаковке, особенно для диабетических и диетических продуктов. Хлебная единица при сахарном диабете не только помогает контролировать уровень сахара в крови, она позволяет правильно рассчитать дозу инсулина, необходимую для усвоения углеводов. Облегчает планирование питания хлебная единица и составление диеты. Позволяет более свободно употреблять разнообразные продукты, соблюдая при этом норму углеводов. Как рассчитать хлебную единицу? Используйте таблицы хлебных единиц, которые можно найти в интернете даже или в медицинских учреждениях. Обращайте внимание на количество углеводов, указанное на упаковке продуктов. Учитывайте, что некоторые продукты могут содержать скрытые углеводы. При необходимости нужно проконсультироваться с эндокринологом или диетологом для получения индивидуальной таблицы хлебных единиц и рекомендаций по вашему питанию. Примеры продуктов и хлебные единицы. Например, один кусочек хлеба 25 граммов содержит одну хлебную единицу. Одно среднее яблоко 100 граммов содержит одну хлебную единицу. Один стакан молока 200 миллилитров, одна хлебная единица. Полбанана одна хлебная единица. 2 столовые ложки овсянки одна хлебная единица. Одна небольшая картофелина 70 граммов, одна хлебная единица. Давайте немножечко подытожим. Что можно есть при диабете с учетом хлебных единиц? Овощи, кроме крахмалосодержащих желательно. Картофель, например, можно есть в небольшом количестве, лучше на ночь замочить в водичке предварительно, чтобы лишний крахмал удалить. Нежирное мясо и рыба, кисломолочные продукты, нежирные, несладкие фрукты, злаковые продукты с учетом хлебных единиц, хлеб ржаной, отрубной, диабетический. Что следует избегать или ограничить при диабете? Сладости, содержащие сахар, сладкие напитки, белый хлеб и выпечку, крахмалосодержащие продукты. Тот же картофель, как мы уже выше говорили, рис, макароны в больших количествах, жирные продукты, алкоголь. Помните, что при лечении диабета диета будет наиболее эффективна, если она индивидуально подобрана с учетом возраста, образа жизни и текущего состояния пациента. Сочетайте ее с физической активностью и регулярным контролем уровня глюкозы в крови, и вы снизите риск развития заболевания. Перед принятием каких-либо решений лучше проконсультироваться с доктором. А я очень надеюсь, что информация была полезна для вас. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы. До новых встреч!